Пятый канал представляет. И мы всегда будем помнить так рано ушедшего от нас, как хорошего друга, любящего сына. Светлая память и вечный покой. Так он от наркотиков умер. Такие богатые. Я найду их, сын. Я отомщу за тебя. Я обещаю тебе. Опять? Ой, Антон Максимович, скажите, почему так голова болит с похмелья, а? Алкоголь попадает в печень и превращается там в ацетальдегид, который, естественно, является токсичным. Поэтому и болезнь. Ой, у меня еще сильнее голова разболелась. Пахнет так. Может быть, ты выйдешь на улицу свежим воздухом подышать? А то я прям чувствую, как твой организм проигрывает в борьбе с ацетальдегидом. Знаете, у меня есть хорошая теория. Алкоголь сушит мозг. Он становится меньше и начинает стучаться о стенки черепа. Интересная теория. Да. А знаете, почему он перестает болеть, если чуть-чуть выпить? Так. Потому что мозг становится еще меньше и не достает до стенок. Куда же меньше-то, Вань? Мужики, привет. Есть сейчас свободного времени, а? Слушай, если скидываться, то я за. Чего? Сейчас же 10 утра всего. Я вообще не по этому делу сюда пришел. Слушай, давай через час. Антон Максимович, тут вот дело есть. Как раз за час можно управиться. Что это такое за дело, интересно? Где за час можно управиться? Опять хулиган у маленькой девочки мороженое украл? Похоже, что с перепою окочурился мелкий уголовник. Да там делов-то всего поехать и зафиксировать, ну. Ладно. Поехали, кости разомнем. Питание не включать. Понял? Антон Максимович, а можно я не поеду? Можно, не поеду я. Или мы едем вдвоем, либо ты один. Решай. А как вы думаете, за час справимся? Думаю, да. Через час. Ой, нет, только не эта комната. Здравствуйте. Вы ко мне? Не к Черняеву Александру Сергеевичу. Других не знаем. По какому вопросу? Меня к вам Альберт Иванович послал. Я ваша новая сотрудница. Вот документы принесла под руку. Да. Воробушкина, да? Воробьяшкин. Простите. Елена Валентиновна. Прошу. Иванов Петр Сидорович, 1975 года рождения, кличка Червь. Это как в картах или червяк? Проходил по мелким кражам, пьяным дебошам и тому подобное. Да, в квартире найден расфасованный, мелко расфасованный героин. Это наш червяк еще и наркоты барыжил. Так, умер вчера в районе 11. В крови найдено высокое содержание метилового спирта, что и послужило причиной
смерть? Ну, перебухал, бедолага. Тут все ясно. Поехали в отделение, Антон Максимович. Как раз-таки не все ясно. Он человек опытный, не стал бы пить метанол. Захотелось бухнуть, вот он и махнул спиртика. Знаете, Антон Максимович, когда трубы горят, и не такое пьют. Поехали, а? Погоди, обрати внимание. Аккуратно разложено все. Красная рыба. Вряд ли бы он так старался для себя одного. Может, он с бабой был. Сидели, бухали, она ушла. А этому мало показалось. Но он нашел, что-то решил махнуть и окочурился. Ты случайно не родственник Донцовой? Тебе бы детективные романы писать. Посуда грязная. 2 стакана. Начисто вымытые. Тебе это ни о чем не говорит? Да точно баба! Она и вымыла. А вот здесь и было смертельное пойло. Миша! Да. Давай-ка в РОВД отвези бутылочку Лени на экспертизу. Пускай снимет пальчики. Нет отдыха. Мечусь, как словно угорелый. Водка, коньяк. Нет, благодарю. Значит, вино. По должности, по службе хлопотня. Тот пристает, другой. Всем дело до меня. Вы сейчас зачем свои стихи мне читаете? Это не мои стихи, Елена Валентиновна. Александр Сергеевич, я не понимаю, чего вы от меня хотите. Леночка, я в своем роде HR-менеджер. В мои обязанности входит… Это зачем вы сейчас делаете? Это входит в мои обязанности. А вам не кажется это странно? Нет, мы современные люди. Пользуемся данными последних исследований при построении коммуникаций компаний. По-вашему, РОВД – это компания? Ну, конечно. Коллективный труд, то все. Да, ну, критическое мышление у вас развито, я вижу. К сожалению. Диплом психолога. Будем считать, что именно поэтому меня сюда и пригласили. Думаю, вы пригодитесь. В особенности мне, как начальнику отдела собственной безопасности. С вашими навыками вы сможете отделить плохое от хорошего. И вовремя, так сказать, сигнализировать. Что значит сигнализировать? Ну, то есть, значит, понимаете, некоторые сотрудники становятся жертвами своих пагубных привычек или задумывают что-нибудь недоброе, что вредит коллективу. Ну, действуют, собственно, не по уставу. А, вот вы о чем. Стучать, значит, меня просите? По-вашему, это современный подход в построении коммуникации? А вы человек принципиальный. Простите, я как психолог считаю, что ваш подход к кадрам вредит карме. И знаете, у этой комнаты ужасная энергетика. Будьте осторожны. До свидания. Бычков, ты чем там занят? Делом! Это хорошо. Лень, привет. Скажи, что у нас по отпечаткам на квартире Иванова? Только хозяина? Ясно. Я тебе там бутылочку отослал с Мишей, да. Глянь ее на пальчики, и был ли там метанол. Жду. Смотрите, что нашел. Костя Вашерон, а? Прямо как настоящие. В коробке из-под чая, прикиньте, лежали. Бычков. Ну, Щет. зачем ты их одел? Там отпечатки пальцев. Бычков, аккуратно. Я аккуратно, 2 пальчиками. Тебе бы твои пальчики сломать. Болван. Алло, Миш, скажи, пожалуйста, ты далеко уехал? Нет, ничего. Ладно. Значит, я поеду, отвезу их сам на экспертизу. И я надеюсь, что ты не все их закрыл своими отпечатками пальцев. Может, я их отвезу, мне как раз в РУВД надо. Тебе в школу милиции надо, на 1-й курс. Там рассказывают, что улики руками трогать нельзя.
Остаешься за главного. Да с ней особо ты не посотрудничаешь. Даже от выпивки отказалась. Ой, Черняев, на тебя это не похоже. Не смог подкатить к одинокой женщине. Ой, я чуток так поднажал. И вообще она фригидная. Волком смотрит. У вас здесь плохая энергетика. Тоже мне эксперт. Черняев, не твой сегодня день. Тёлки тебе сегодня не дают. Нам через нее к Амосову не подобраться. Ты знаешь, нет людей, которых не за что посадить. Запомни это. А вот дипломчик странный. Заберу-ка я его на экспертизу. По итогу кругом были обнаружены отпечатки трупа, ну и Бычкова. Правда, среди них удалось обнаружить фрагмент отпечатка, не принадлежащих ни тому, ни другому. Но он настолько мал, что вряд ли по нему удастся кого-нибудь идентифицировать. Что у нас по бутылке? Ой, отпечатки со стаканов и бутылки тщательно стерты. Вот, и поэтому вряд ли бы умирающий этим бы заморачивался. Великолепно. Отпечатков на бутылке нет, на часах тоже не пойми что. Кстати, эти часы очень даже охо-хо. И если это подделка, то дорогая. И такие могут быть под учетом. А ты не знаешь, где у нас часовые магазины? Ну как же? Ну, у нас один в городе. Последний раз видел на Залевской. Он переезжает, что ли? Не часто. Лейтенант Бычков, вы почему оставили объект? Там же все осмотрели, квартиру опечатали. А чем мне в опечатанной квартире-то делать? Поехали, у нас есть задание. Антон Максимович, я сейчас очень занят, мне надо пакет отнести. Саш, ты не поможешь нам отнести, а? Конечно, помогу, Антон Максимович. Ну, как хорошо. Идем, Вань. Ну вот, мое богатство. Ну, это, понятное дело, реплики. Настоящие мы привозим только по предоплате. Кстати, бизнес совершенно законный. Все справочки, документы имеются. Жош, ты не напрягайся, мы сейчас не по тому вопросу. Что можете сказать об этом экземпляре? Это настоящие швейцарские часы. Покупались у вас? Ха-ха, ну что вы, завозить такие в Рязанск не имеет смысла. У меня же самые дорогие 2000 Рублей? долларов. Ха. А эти стоят как минимум 250 тысяч Долларов? рублей. Спасибо за информацию. Ну, чем мог, тем помог. Ладно, ясно. Поехали в РОВД разберемся. Бычков, да отстань ты с этим РОВД. Медом тебе намазано. Подумать дай. Ну так там подумаем, Антон Максимович. Все, молчу. Так, что мы имеем? Убийство мелкого барыги. Мотив может быть сколько угодно. Отпечатков пальцев нет. Хозяина часов определить невозможно. Вы знаете, а у меня есть идея по поводу этих часов. Вот, кстати, у меня тоже. Я хотел Вы бы... тоже хотели их поносить, пока идет расследование? Я надеюсь, ты не серьезно? Нет. Нет, конечно. Вы что, они же дорогущие какие. Их там потерять можно, сломать. Нет, да, шучу. Шучу, конечно. Да. Всего хорошего, до свидания. Здравствуйте, коллеги. Здрасте. Нам нужна твоя помощь. Да что вы, серьезно? Всем чего-то от меня надо. То Черняев какой-то чертовщиной занимается, то вы хотите встретиться с духом Шерлока Холмса. Нам нужно максимум информации о владельце этих часов. Сразу могу сказать, что человек богатый. Ты его видишь? Нет, просто часы дорогие, по ним видно. Что-то еще? Темно. Я вижу. В
темноте снимают часы с руки мертвого человека. Молодым богатым помер. Гулять любил. Подождите, что-то ваш мажор с нашим жмуриком ну никак не рифмуется. Тут без Шерлока Холмса-то не разобраться. Лен, все нормально? Да, все нормально. Голова разболелась. А Черняев зачем заходил? Да пошел. Крутикова не видели? Вань, третий раз уже. Дрявый, что ли? О, Антон Максимович, теперь вы точно поставите мне Магарыч. Я предлагаю с этим не затягивать. Правильно. Ну что, Значит, удалось идентифицировать отпечатки с часов. отлично. Вот они принадлежат некому Гурьеву Николаю Семеновичу. Это местный олигарх, владелец консервным заводом. Кстати, владеет с начала 90-х, если вы понимаете, о чем я Понимаю, говорю. понимаю. Вот. Ну и сеть аптек, автомойки, ну и так далее. Честный, в кавычках, бизнесмен. Так, и где живет наш честный в кавычках? Соломенская, 23А. Отлично. Спасибо, Лень. Леня! Бычков, идем. Пошли. Антон Максимович, мне водички попить. Попил водички, забрал вещички, а вещи тещи в Мариной роще. Идем. День добрый. Скажите, мы можем пообщаться с Гурьевым Николаем Семеновичем? К сожалению, нет. Николай Семенович скончался 2 дня тому назад. Так. А что случилось? Сердечный приступ. Олег, в чем дело? Кто эти люди? Ну вот, Мы из полиции. Лейтенант Бычков. Я майор Амосов. Полиция? Мы не вызывали полицию, у нас несчастный случай. А с кем имею честь? Тузов. Константин Петрович, брат жены покойного. Скажите, мы могли бы пообщаться с вдовой? Вы меня извините, майор, сейчас не лучшее время для подобных визитов. Олег, проводи товарищей полицейских. Да, но все же я... вам же настаиваю. сказали, она не хочет ни с кем общаться. Ты что, не понял? Нам поговорить надо. Вань, подожди, вы находитесь на частной территории. Будет ордер, тогда приходите и поговорим. Все ясно? Ты понимаешь, что ты нас задерживаешь и мешаешь следствию? Бычков. Тебя тоже провести, а? Я надеюсь, ты успокоился? Я успокоился. Узнаешь? Эти часы мы нашли на месте преступления. И на них пальчики твоего хозяина. Так что ордер нам не составит труда сделать. Спокойно. Это же часы Саши. Ответишь на пару вопросов? Ну, пройдемте, поговорим. Тамаре Георгиевне сейчас очень тяжело. Еще и месяца не прошло, как сын умер, а тут и муж скончался. Она ведь совсем одна осталась. Ну, это так, конфиденциальная информация. А брат приехал поддержать? Че приехал? Он и не уезжал. Он уже год здесь околачивается. На сестру ему вообще наплевать. А вроде беспокоился за нее. Показуха это все. Он помогал Николаю Семеновичу в бизнесе. Ну и дом большой, здесь и жил. Бесплатно. А это машина покойного? Ну да. Я посмотрю, ладно? Посмотри. А чего сын умер? Передозировка. Дело в том, что Саша очень серьезно сидел на героине. Ну, Николай Семенович все равно очень любил сына. Прощал ему все. Готов был убить ради него. Но чего боялся отец, что и случилось. Я нашел Сашу в машине, не рассчитал с дозировкой. Вызвали скорую, пролежал он 2 дня в коме, так и не вышел. Скончался бедняга. А что отец? Ну что отец? Запил по-черному, бизнес пошел под откос. С женой начал ругаться, потом с Константином Петровичем. Из дому выгнал, потом обещал из бизнеса погнать. Ну что ты делаешь, а? Выйди из машины. Уходи. Крутая тачка. Да я знаю. Дорогая, наверное? Дорогая. Простите, а как ваше имя, отчество? Офтов. Олег Егорович. Олег Егорович, благодарю вас, что все-таки ответили на наши вопросы. Да, если что-то вспомните, звоните 02. Обязательно.
Да, какая-то странная череда смертей. Слушайте, так тоже все понятно. Чего понятно-то, Бычков? Сын нашего Горова, он... Гурьева. Гурьева. Он же наркоманом был, так? Ну, и к чему ты клонишь? А к тому, что трупак-то наш барыжничал. Именно он и продавал сыну Горова наркотики. Гурьева. Гурьева. От которых тот и скопытился. Отец узнал про это все, решил отомстить. Отследил и замочил барыгу. И? Потом его совесть замучила, и сердце не выдержало. Да, звучит убедительно, Бычков. Да стопудово так и было. Я так понимаю, нам теперь это не понадобится, да? Что это? Очки Горова. Гурьева. А я-то думал, этот громила напугал тебя, и ты ничего не взял. Да, конечно. Я как в тачку сел, я их срос в карман кинул. Чего ж ты тогда там так долго сидел, Бычков, а? Как что? Тачку разглядывал. Она офигительная. Я когда разбогатею, я себе по любасу такую куплю. Ой, Бычков, не думаю, что ты когда-нибудь разбогатеешь, хотя, конечно, таким, как ты, везет, но... Ну что, в РОВД? Тебе надо было же. Уже не надо. Антон Максимович, я тут всю ночь не спал и думал. Чего ты делал? Думал. Вот это уже интересно, Бычков. Знаете, вы обратили внимание, как этот начальник охраны на часы отреагировал? Их нашли на месте убийства. Как он должен был отреагировать? Ого! Или ага! Ну, как-то он подозрительный. Ой! Ух ты ж, Господи. Здрасте. Слушайте, ну, сегодня же мой законный выходной, а? Доброе утро. Было. До недавнего времени. Лен, извини, но у нас действительно нет времени до понедельника. Что стряслось? Ого! Так вот, как вы в астрал-то уходите, да? Это не то, что вы подумали, господа полицейские. Это травяной чай. Знали бы вы, Елена Валентиновна, сколько раз я эту отмазку слышал. А смотрите, первый раз правда. Лен, мы насчет вчерашнего дела. Хозяином часов действительно оказался молодой парень, и он действительно мертв. А его отец, некий Николай Гурьев, тоже мертв. И на месте преступления мы нашли часы с отпечатками пальцев. И умер он в тот же день, что и наш барыга. Вообще эти смерти какие-то странные все. Смерть вообще штука странная. Да, и у нас есть очки Николая Гурьева. Ты не могла бы посмотреть, может, что-то увидишь? Смерть человека. Так это мы и так знаем. Не своей смертью. В смысле? В прямом его убили. Вижу, как он падает в дорогой квартире. Но его долго доводили до этого состояния. Кто доводил? Сын. Бред. Слушайте, я вас сюда не звала. Извини, я не хотел тебя обидеть, но не мог убить сына отца, который умер за 3 недели до него. Фастфуд хотели, вот, останавливать. Это фастфуд? Да. Лучший в городе. Здесь шаурма, беляши, сосиска в тесте, горячие бутерброды, эшпушмаки. И, между прочим, только здесь подают рассол. Алмазик, здравствуй. Здравствуй, Мне, как всегда. Здравствуй, дорогой. Вы что-то будете? Кофе. И кофе. 2 секунды. Ничего я не понимаю. Я думаю, здесь замешан начальник охраны. Он мне сразу не понравился. Конечно, он же тебе руки выкручивал. Причем здесь это? Надо его по базе пробить. Кстати, идея. Пробьем? В смысле, база же в офисе. Вань, 21 век. Я уже скачал ее давно. Так Черняев говорил, там 3 степени защиты от хакеров. Не знаю, что он там говорил. Ничего не заметил. Мой брат Ахмед такие базы ломает. Если что, обращайтесь, а? Недорого. Ё, что это? Это булочка с кровяной сосиской, кислой капустой и армянскими маслинами. Какими маслинами? Прелесть, короче. Я думаю,
все было примерно так. Барыга продавал наркоту сынку, от которого тот искочурился. Ну, батя про это все узнал и припугнул барыгу ментовкой. Барыга его завалил. Ну и про всю эту канитель узнал начальник охраны. Решил отомстить за хозяина и завалил барыгу. По-моему, логично все. Ну а как же видение Лены, что Гурьев убил сына? Потому что Надежду сына надел. Вот она и не узнала его. Ты знаешь, а у Офтова действительно были проблемы с наркотиками, и он стоял на учете. Вот. Поехали брать его. Будет знать, гаденыш, как честным людям руки выкручивать. Когда моему брату Ахмету руки выкручивали, ты знаешь, что он сделал с этими Алмазик, людьми, дорогой, а? не сейчас, хорошо? Если что, обращайся, родной, а? Так, Вань, не спеши. Проблемы с наркотиками еще ничего не доказывают. А во-вторых, нам нужно кое-куда поехать. Куда? В морг. Нет. Дело в том, что если Гурьева убили, это означает, что патологоанатомы что-то упустили. Антон Максимович, ну я ж не доел еще. Поехали. Антон Там доешь, никто тебе мешать не будет. Антон Максимович! Здравствуйте, Стас Сергеевич. И вам желаю. В нескором времени стать моими клиентами. Вы за кем? Мы не за кем, мы по поводу. Гурьев Николай Семенович. Гурьев. Инфаркт. Позавчера. Помню. Что, собственно, вас интересует? Вы делали вскрытие? Здесь, кроме меня, вряд ли у кого-нибудь получилось бы. Нас интересуют причины смерти и анализ вскрытия тела. Скажите, пожалуйста, а вы случайно не родственник хирургу Амосову? Выдающийся был хирург. Нет. Итак, Гурьев Николай Семенович. Вот он, ваш Гурьев. Заключение вскрытия. А я, впрочем, и так все помню. Печенка и легкие ни к черту, сердечко слабенькое. Нет, не случайно он оказался на моем столе. Ну, в смысле, на операционном. Вы же понимаете, что не на кухонном. Скажите, в крови не обнаружено ядов или чего подобного? Если бы не алкоголь, была бы чистейшая кровь. Ее можно было бы пить. Шучу. Так, а на теле следов не было. Слушайте, я молодой человек, 30 лет в профессии. Все было бы в отчете до последнего синячка, до последней царапинки. Уверяю вас, причина смерти – сердечный приступ. На рыбалку надо было ходить. А так, наверное, у него был какой-то, знаете ли, эмоциональный всплеск. Да, вот его удар и хватил. Думаете? Интересуетесь? Эмоциональный всплеск. Да. Много ли такому сердцу надо? Спасибо. Какие еще подозрения? Ведь врачи сказали, что он… Лейтенант Бычков, оставьте это здесь и займитесь другими вещдоками. Вы не могли бы описать, в каком состоянии вы нашли Николая Семеновича? Я пересаживала розовый куст. Услышала крик Коли. Когда я забежала в кабинет, он лежал на полу, держался за сердце. Рядом лежал его телефон. Видимо, он пытался вызвать скорую. А вы не знаете, где сейчас его телефон? Вероятно, дома. Там же в кабинете, я полагаю. А где были в это время начальник охраны и ваш брат? Костя звонил мне минут за 20 до этого. Сказал, что в офисе. Звонил, чтобы сказать, что он сейчас в офисе? Нет. Узнать, как там Коля. Они крепко поругались накануне. Из-за чего? Долгая история. Коля, когда выпивал, со многими ругался. Понимаю. Итак, где был начальник охраны? Помогал мне с цветами. Кстати, он и вызвал скорую. А вы в курсе, что у него была наркозависимость? Конечно. Он работает у нас уже 15 лет.
Наркозависимости давно уже нету. Сейчас Олег даже алкоголь не употребляет. Вы так уверенно об этом рассуждаете? Мы все друг о друге знаем. Коля подобрал его на улице, растил как родного, сыном называл. Я, конечно, извиняюсь, но там к двери какой-то амбал прилип. Да так, что у него жуха покраснела. Поэтому я рекомендую вам перебраться в комнату для допросов. Там звукоизоляция получше. Саш, уберите из комнаты пустые бутылки, и мы будем допрашивать там, хорошо? Да. Спасибо. Все нормально, Тамара Георгиевна? Что-то спрашивали? Олег Егорович! Да. Согласно нашей информации, у вас были проблемы с наркотиками. Ну, это раньше были, сейчас я чистый. Да вы не покажете свою руку? Да как вы смеете? Это недоразумение. Ну, если чистый, значит, все разрешится. И разрешилось. Увы, не в вашу пользу. У нас есть подозрение, что вы покупали героин у того же самого дилера, что Александр Гурьев. Я не покупал наркотики. Где же вы взяли? Раз в месяц Саша ездил с партнерами отца в какой-то элитный клуб. Ну, там было все. Он привозил их домой. Я даже знал, где он прячет. Он часто мне предлагал, но я отказывался, сдерживался. Ну, а тут, сами понимаете, они ведь мне были как родные. Почему вы так удивились, когда увидели часы? Да потому что его в них хоронили. Я сам видел, как Николай Семенович одел часы на руку сыну. И мобильный телефон. Пусть твое всегда будет с тобой. О, положил. Мобильный сына? Ну я-то откуда знаю, зачем? Он вообще тогда такой был, что не успокоится, пока не найдет человека, который подсадил Сашу на наркотики. И вы все виноваты! Это же ты не уследил! Ты виноват! Ты сам-то что думаешь? Ну откуда я знаю? Он подозревал Тузова. Того и ссорились часто. Сейчас я снова смешаю наши мысли. Сконцентрируйся, пожалуйста. У меня точно все получится? Сегодня у тебя получится с любой девушкой. Выпей до дна. Не двигайся 5 минут. Думай о ней. Да, слушаю. Алло, Антон. Антон, я выпила и успокоительного, и у меня в голове прояснилось. Чего? Я вспомнила, я видела, это была надпись на экране телефона. Перед смертью ему звонил сын. Сын? Спасибо. Сань, да закопался я с этими жмурами. Ты прикинь, мертвый сынок папашу до инфаркта довел. Ого. Да, Антон Максимович. Вань, а ты в кабинете? Ой, а я в библиотеку отошел. Где? Вань, надо срочно сгонять на кладбище. Только срочно, я тебя знаю. Так, а к чему такая спешка? Там уже никто никуда не торопится. Так, Бычков, найди там могилу Гурьева Александра Николаевича и посмотри, в каком она состоянии. Да нормально, у них могила, они же богачи. Лейтенант, тебе нужно посмотреть, не вскрывалась ли она. Понял? Давай мухой. Понял. Сань, подождите меня, ладно? Угу. Я тебе у Сахарова подожду. Ну хотя бы сырок не оставьте, ну чё? Сырок оставим. Телефон где-то там, в кабинете. Костя? Тамара? Здравствуйте. Слушайте, мало того, что вы женщину в день похорон ее мужа таскаете в полицию, так вы еще и в дом вламываетесь. Костя, ну что ты набросился на человека? Подай лучше телефон Коли. Он где-то в шкафчиках. Зачем он тебе? Это не мне. Это господин полицейский хочет на него посмотреть. Что на него смотреть? Работа такая. Вы бы лучше настоящими преступлениями занимались. Вот сейчас и займемся. Так. Все.
Все входящие стерты. Отлично. Извините. Да, Вань, слушаю. Антон Максимович, посмотрел я могилу. Земля свежая, вид недавно вскрывали. Я так и думал. Ну а что, я в РОВД? Я в доме у Гурьевых. Езжай ко мне. По дороге позвони Саше. Скажи, чтобы он мне выслал выборку входящих звонков на номер 985-510-9904. А я как раз рядом. Что здесь происходит? Полиция считает, что Колю убили. Что за чушь? Врачи засвидетельствовали, Мы знаем, что врачи засвидетельствовали. А что вы так волнуетесь? Ничего не волнуюсь. А может, потому что вы причастны к смерти Николая Гурьева? Что? Вы что, бухой нахрен? Что за беспочвенное обвинение? Вы единственный, у кого был мотив. Николай Гурьев выгнал вас из дома и собирался выгнать вас из бизнеса. Да, мы поругались. Мы поругались, но это ничего не значит. Александр Гурьев скончался от передозировки наркотиков, Да. на которые вы его подсадили, которые вы ему регулярно поставляли раз в месяц. Ну, вам не нужен был еще один наследник бизнеса, так? Послушайте. А Николай Гурьев после кончины сына жестко подсел на стакан, что было вам как нельзя кстати. Но неожиданно стал искать виновных в смерти сына и стал обвинять вас. Что за ересь вы несете? Вы заплатили уголовнику, у которого регулярно покупали героин для того, чтобы тот достал из могилы сына телефон. Он достал его, но из жадности достал и вот эти часы. Узнаете? Причем здесь Вы часы? Позвонили с телефона умершего сына отцу, что, естественно, у человека в таком состоянии вызвало инфаркт. Костя, это правда? Томочка, ну конечно же нет. Боже мой, ну это же бред, ну это же бред, понимаешь? Остался один свидетель, от которого вы тоже избавились. Уголовник-дилер. Вы его отравили метанолом, тщательно вымыли стаканчики, но плохо вытерли бутылку, на которой мы обнаружили отпечатки пальцев. Осталось их сравнить с вашими. Извините, пожалуйста, я здесь шнурки завязывал. Блин. Простите, пожалуйста, вставайте, я помогу. Вставайте, вставайте. Короче, я первый раз так преступника задержал. Слушайте, моим шнуркам надо премию выписать. А бутылка? Какая бутылка? Ну, вы Тузову сказали, что на бутылке отпечатки, отпечатков не было. Я его обманул, Вань. Ну так, может, отметим? Так а что, мы уже отметили. Я это вижу. А, кстати, Вань, вот сырок обещанный. Как раз к чаю. Да, а вот и чай от Лены. Опа, черняя ведет. Так это, если что, я у Сахарова. А что у нас происходит? А у нас тут релакс. Это что такое? Что? Ты чай у нас здесь? А если я на экспертизу это отнесу? Ну, пожалуйста, отнесите. Держите весь, нам уже хватит. Ну, знаете. Погоди, ты что над ним издеваешься? Он же отнесет. Так я же не сомневаюсь. Александр Сергеевич! Это шутка!